Ну вот здесь я остановился вчера. Отличный вид. Из палатки, конечно, вид у меня был не такой, потому что там немножко деревья были передо мной, кусты какие-то растут. Ну, шум волн всю ночь был. Отлично. Спал. Там парк какой-то находится. Вон там я пытался остановиться, но парк закрыт. Меня не пустили. Рейнджер посоветовал сюда. На той стороне залива Британская Колумбия находится. Это остров Ванкувер. Кораблик плывет куда-то. Решил подойти к морю. Не знаю, получится или нет. Я в кроссовках. Если сейчас начну проваливаться в песок, придется возвращаться. Потому что разуваться неохота. Пора уже ехать. Еще километров 100 нам до пляжа Риалто, куда я направляюсь. Я так бы слушал эту музыку волн. О, красота, водичка холодная. Здесь была моя палатка. Вот тут я ее ставил. Вон там море. Тут еще соседи, но их и не слышно было. Там тоже соседи. Там тоже были соседи. Дали мне воды. Вот. Ну, а я поехал. Вот несколько километров, не доезжая до озера Кресент, полумесяц переводится с английского на русский. Дорожка такая, деревья покрыты мхом, как в сказке. Не знаю, видно она тут. Вот, я приехал оттуда и еду туда. Показывает, что дорога закрыта, по которой я хотел ехать. Не знаю, посмотрю, может получится объехать, если там баррикады какие-то стоят. Ремонт ведется дороги. Еще не знаю, что там рабочие скажут. Ну, вообще, посмотрим как.
Ну, дорога закрыта. Не повезло. Но ничего, мы сейчас попробуем объехать эти баррикады. Говорят, там рабочие есть. Поговорим с ними. Может быть, пропустят. Неохота мне ехать вокруг озера. Там с другой стороны по трассе. Там бочины совсем нет. По крайней мере, это я слышал. Посмотрим, что у нас получится здесь. Не пустили меня, развернули, сказали нельзя. Там ремонт идет, все перерыто, побоялись. Говорят, боимся, что машины большие грузовые здесь ездят. Вот, короче, нельзя. Это озеро Кресент, полумесяц. Нам придется его объезжать теперь. Дофига объезжать. Ну, поеду. А вот и само озеро. Единственное, что к нему не подъехать, везде частная собственность. А там, где не частная собственность, там трасса. Вон с той стороны. Вот туда ехать нужно. Вот так и на ту сторону. Ну а там за горами уже океан. Вот незадача. Закрыт магазин. Думал прикупиться бананов, взять молока. А он закрыт. Коронавирус, блин. Вот. Озеро там. Только что проехал на эту сторону. 15 километров. С одной стороны в другую. Ну что, нам дальше. Еще километров 70 пилить. Сейчас перекушу и поеду дальше. Утка-попрошайка. Сижу, кушаю. Никого не трогаю. Подходит утка. Вон озеро, иди лови рыб. Водоросли кушай. Нет, пришла, меня просит. Кушаю. Перекур еще минут 5-10 и поеду дальше. Все, утка решила ко мне. От меня толку нет. Пошла дальше просить у других людей. Еду. Вон горочка сзади. Вот. А нам еще уже почти не сам. Не знаю. Наклон, наверное, не сильно видно на камере. Трудно показать. Но не просто туда залезть. Коленка разболелась. Уже почти на самом верху. Поэтому на ней всегда можно будет и отдохнуть. Свернул с трассы и по такой дорожке, еще километров 15, наверное, вот этого счастья. Здорово. Людей никого. Вот где, если бы чуть-чуть дотянул вчера, ну не чуть-чуть, еще километров 40, можно было палатку здесь. Ой, змея, чуть не наехал.
Ветер дует, не знаю, на камере слышно будет или нет. Задувает камеру, наверное. О, дорожка прямая, ровная. Тут или железная дорога раньше была, или что. Ну, вообще хорошо. Молоднячок растет. Здесь деревья. Очень много. Там на предыдущих кадрах грузовики носятся, груженные вот этими соснами. Иногда посмотришь, я еще не фотографировал, но снимал след человеческий, который мы оставляем. Вырублены гектары земли. Может, в будущем по дороге еще сфотографирую, да и на видео запишу. Но все равно потом засаживают елками, так они вырастают и опять их порубывают. Ромашки цветут везде, красота. Мостик. И ручей какой-то слышно. Ветер слышно, ну и ручей тоже. Сейчас остановлюсь, посмотрим, что тут у нас. Ой, кочку не увидел. Вот такой ручеек. И тут тоже. Мне туда. Увидел знак чуть раньше, что по этой дороге грузовики с древесиной ездят, так что если услышите шум мотора, мол, съезжайте в сторону. А вот что представляет из себя вырубка, о которой я говорил чуть раньше. Вот, но тут, видать, почистили уже лет несколько тому назад. Ну, примерно так. Это моя велодорожка. Едем дальше. Мили показывает в час. Сколько там? 14 с копейками. Не быстро, но нормально для меня. Я не тороплюсь, учитывая то, что болит коленка. Это еще ничего. Да и груженный тоже. И ветер встречный. Хотя, как казалось бы, какой тут ветер, да, в лесу. Ну, видать, сопротивление или что там. Ну, ветер дует в лицо. Вот такая дорожка. И на трассу не хочется выезжать после этого. Ну ничего. Пока наслаждаемся моментом. Мох растет, не знаю, видно его тут или нет. В общем, красота. Людей никого. Так иногда встречаются велосипедисты встречные. Палатку видел, кто-то на берегу ручья разбил. Отличное место себе отхватил. Но ничего, я сегодня думаю к океану
доехать, тоже найти хорошее место прямо на берегу. Посмотрю. Мостик, ручей журчит. На камере, наверное, не слышно. Ой. Листьев опавших много. Вроде июнь месяц. Какая осень? Нет, нападали. Теперь вот такая дорожка. До трассы еще километров несколько, не знаю даже сколько. Надо будет глянуть на карту. Солнышко спряталось за облаками, это хорошо. Вода заканчивается, надо бы набрать. Не знаю, неохота мне было в городок Форкс будет по пути. Не совсем по пути, туда нужно будет несколько километров съезжать. Не хотелось тратить время, но я не знаю, будет ли вода там, куда я еду. Поэтому, наверное, придется сделать небольшой крюк и заправиться водой. Но так, в целом, за исключением, может быть, поездки вокруг озера, сегодня день довольно-таки хороший. Были спуски, подъемы в начале, но в последнее время дорога ровная совсем. Отлично. Остановился на привал, попить водички, посмотреть на карту. Вот мы подъезжаем. Еще совсем чуть-чуть. Несколько сот метров. И будет Тихий океан. Ну вот наконец-то и море. Тихий океан, точнее. Я думаю, здесь я буду палатку свою ставить. Вон там за этим бруствером. Ее незаметно, не видно будет с пляжа. Сейчас я покажу пляж. Ну здравствуй, Тихий океан. Здорово, елки-палки.